Всем привет! На этом уроке я вам поподробнее расскажу, как создавать файл inventory или hosts и что в нем можно делать. Так, что у нас есть? Вот у нас есть, мы на прошлых уроках создали маленький файл hosts. Давайте его откроем. Помните, да, мы создали группу там staging servers, в нем один сервер, prod servers, Windows servers, бла-бла-бла, и здесь как его переменные для вот этой группы. Давайте создадим, наверное, немножко чуть-чуть по-другому. Короче, я вам расскажу. Прежде всего, все абсолютно сервера можно записывать вот так. Можно без группы. Просто вообще, просто писать их не IP-адрес, допустим, я не знаю. Вот, допустим, вот так вот. И у вас там несколько таких адресов, несколько таких серверов. Просто IP-адреса. Вообще ничего больше не надо писать. Или их как вот domain имена, если там, допустим, не знаю, webserver. Не знаю, google.com, да, допустим, вот так вот. Также можно, конечно, писать, и, как вы видите, здесь мы писали, можно давать им как бы alias name, то есть, допустим, my server, его хочу назвать, и IP-адрес такой, для этого вам нужно писать Ansible host, равняется вот так вот. То есть IP-адрес, конечно же, то есть наш Ansible знает какой это на самом деле сервер, но просто мы ему дали MyServer имя и также и так далее. И это одно дело. И я, кстати, видите, не вложил эти два сервера, допустим, да, ни в одну группу. Оставим их так. Я вам покажу как бы позже. Все просто сервера в инвентаре принадлежат двум группам. Это группа All, это то есть все абсолютно сервера вообще, которые записаны здесь. То есть в группу All сейчас входят эти сервера, эти два и эти два. И также есть группа, которая называется Ungrouped. И это все сервера, которые не входят ни в одну из определенных вот таких групп, которые вы создали. То есть вот эти два сервера входят в группу Ungrouped. Так она и называется. То есть по умолчанию, в принципе, абсолютно всегда у вас любой сервер будет входить в две группы. Первое это all, это все. И второе это или в сервер, или группа, которую вы создали, или группа такая, ungrouped. Вот так вот. Давайте я вам покажу немножко такой профессиональный, более-менее наглядный пример, как мы создаем группы и что мы там вкладываем. Это как бы на практике это обычно стейджинг и продакшн, как я здесь и сделал. Так что мы с этим стандартом и пойдем. Давайте. В общем, смотрите, я создаю группу стейджинг, допустим, DB. Можно, кстати, большими буквами. Кстати, важная вещь, Ansible case sensitive. Что это значит? Большие буквы и маленькие буквы это разные вещи, абсолютно разные вещи. То есть, если я создам сейчас группу staging и DB с маленьких букв, это будет другая группа. То есть, допустим, смотрите, у меня staging DB, и там, не знаю, и сервер, там, не знаю, опять же, эти IP-адреса там напишем, какие-нибудь 192, 168, не знаю, 1.1, допустим, да, 192, 168, 1.2, допустим, у нас вот такие, да, как бы адреса. То мы делаем staging веб-сервера, допустим, да, это у нас. 2, 168, я знаю, 2. И вы прописываете здесь, в принципе, все ваши абсолютно сервера. Теперь мы создадим еще одну группу, называется staging. В принципе, я всегда рекомендую разделить все ваши сервера, конечно, по группам, как бы, по их roles, как бы, которые они выполняют. Потому что вы можете запускать ваши Ansible команды, все управлением, заниматься четко по этим группам. Я вам, конечно же, все покажу, как это делается. И, допустим, у нас группа будет up. Давайте здесь нам тоже большими буквами напишем. Красиво. И здесь у нас тоже там, я не знаю, И 192, 168, 3, допустим. У меня этих серверов нет с этими адресами, но я просто как бы для наглядности. Вот, видите, как бы я сейчас все свои стейджинг сервера разделил как бы по группам красивенько. Теперь я могу создать группу, называющуюся, допустим, как назовем ее, staging all. Все группы стейджинг. И что я делаю? Все сервера, чтобы были со стейджинга там. Я делаю вот так вот. И пишу children. На самом деле я создаю группу staging all, новую группу. Но я не хочу прописывать здесь эти IP-адреса. Я просто хочу, чтобы она включала группы другие. И это прописывается вот так вот просто. Staging
DB, staging web, staging app. Все. Теперь у меня есть группа staging all, в которую включаются все, то есть неважно, сколько я сюда буду добавлять серверов, они всегда будут в группе staging all. Видите, в принципе, сейчас у меня каждый сервер будет минимум в 3 группах. Это без ограничения можете добавлять сколько угодно. То же самое, допустим, вы, конечно же, делаете еще на production. Production DB. И там production у вас будет web, там какие-то сервера, да. И вы еще делаете группу серверов production app. То есть всякие вещи, которые будете запускать, можно будет отдельно на эти сервера. И prod, допустим, all. Опять же, все имена вы придумываете сами. Children. И здесь просто прописываете их. Prod DB, prod. Какие как бы группы внутри являются детьми этой большой группы. Prod all. И prod app. Ну, здесь мне стоит, конечно, прописать какие-нибудь IP-адреса. Давайте, не знаю, напишем что-нибудь, какой-нибудь 10, 1, 1. 10, 10, 2, 2. Для прикола тогда 10, 10, 3, 3. Так. Вот, видите, мы расписали все мои стейджинг сервера, целых куча, и это как его, и продакшн. Теперь еще я могу какие группы создавать. Допустим, мне нужна группа всех датабейс. То есть, допустим, я пишу, как мы назовем это дело. Допустим, давайте DB-all. О, вот так вот. И что она будет включать? Она будет включать staging DB, и prod DB. Видите, теперь мы создали, теперь мы можем какие-нибудь посылать команды на все датабейс сервера. Также можете продолжать расписывать, как говорится, ваши app, то есть application. Я создаю еще одну группу app all. Но мне уже не нужно писать здесь IP-адреса. Можно добавить еще, конечно, какой-нибудь IP-адрес вообще спокойно. Ну, мы прописали эти IP-адреса наверху, просто мы объединяем, делаем. Извините, я здесь ошибся, забыл. Children, да. Children. Забыл. Да, это мы все как бы создаем детей. Children. То есть создаем родителей. Вот так вот. В общем, я думаю, что это немножко понятнее стало. И видите, у нас здесь все еще 2 сервера, которые не входят ни в какую группу. Я вам просто покажу. В Ansible есть такие прикольные команды, показать ваш весь инвентарь. В общем, так создают children. Можете children в children создавать, как говорится, допустим, вот. Так, ладно, давайте здесь пропишем, уже так и быть. Что у нас там? Staging app, да, и prod app, да. Вот так вот, да. И теперь давайте я создам, допустим, группу такую, там, вообще, не знаю, разную, да. Разную. Вот такой children. Здесь включайте что угодно. Можно app all. Сюда вставлять. Можно app. Можно db all. Допустим, вот так вот. И, как угодно можно комбинировать эти группы. Как вам угодно, конечно, делайте. Не переусердствуйте. Вам, если слишком много не надо, то зачем? Ну, как бы для чего это делается? Это делается для того, что если вам нужно какие-нибудь переменные общие на всех, то их можно объединить. Вот, допустим, смотрите. Видите, вот мои с прошлых уроков, да, вот у меня есть группа prod servers, и у них у обоих username одинаковый и SSH key одинаковый. Чтобы много раз вот это не прописывать, вот это все дело, можно сделать группу variables, этих как бы переменных. То есть это название группы вы пишете. Группа у нас prod servers, двоеточие vars, как вот мы делали с Windows servers, видите? И здесь вы прописываете эти переменные. Ansible, user, то есть общие, какие общие у них переменные. EC2, user. И, ладно, не писать, давайте просто это скопируем. И вставим сюда. Все, и теперь что это значит, что мы отсюда, в принципе, можно все это замочить. Уже это не нужно. И я всегда рекомендую это делать так, чтобы здесь у вас были только, в принципе, или IP-адреса, или domain name, как бы variables я вам покажу на следующих уроках, как тоже убрать отсюда. Ну, для начала
все эти как вы переменные и названия серверов держите в одном файле. В файле host.txt, там inventory, назовите его как угодно, неважно. Но это файл inventory, в общем, называют его. Вот видите, вот так вот можно объединять. Теперь, допустим, если, когда я создал такие группы, кстати, большие, да, вот разные, да, теперь я могу сюда тоже сделать разную vars, допустим, да, разные vars, и добавить какие-нибудь переменные, там, не знаю, message равняется hello. Вот, допустим, только переменная message равняется hello. Я потом хочу использовать ее там для чего-то, я не знаю. И она отнесется ко всем серверам, которые во всех вот в этих внутренних группах. А в этих группах еще, помните, там тоже группы, в общем. Это такое типа наследование наследований. В общем, так вот можно комбинировать как угодно. Вот самое как бы на фирмах очень часто используется вот так. Staging отдельная группа, staging DB, staging web, staging applications. И объединяете их все там, да, как бы абсолютно весь стейджинг. И продакшн такой же там у вас. И объединяете отдельно все базы данных сервера, все applications и там, все веб-сервера, допустим. Абсолютно на все вам нужно поставить этот, Apache, допустим, да, этот веб-сервер. То есть можно это делать так. Вот так вот, в принципе, делается inventory файл. Он может быть, конечно, очень большим, огромным. И в принципе, и все. В будущем я вам, конечно, порекомендую, чтобы в inventory файл у вас были только IP-адреса и только веб-сервера. Никаких переменных вообще практически. Только, на всякий, если уже как бы другого выбора нет особо, да, тут вам специфически нужен переменную, то да, обозначьте здесь. На следующих уроках я вам покажу, как все эти переменные особенности, вот эти группы vars, вот эти, вот, как вот это, выкинуть отсюда, чтобы этого здесь не было. Это будет в другом файлике. Чтобы это был чистенький файл inventory. Ну, для начала все ништяк, видите, как бы, в общем, вот так это делается. Давайте я вам покажу еще, сохраним это дело. Есть у Ansible такая команда, то есть вот у нас, видите, этот файлик host. У Ansible такая команда, чтобы хотите посмотреть, какие вообще у нас сервера прописаны, какие группы, в общем, смотрите. Ansible минус inventory минус лист. И он нам даст сейчас все абсолютно группы, все сервера и какие переменные к ним относятся. Вот смотрите. Видите? К этой это как его? Давай поднимемся повыше. Вот самое начало. Группа up all. У нее дети эти две группы. Дальше эти две группы. Эти две группы. Дальше поехали. У этого сервера какие переменные к нему относятся. Message hello, видите, к нему относятся. К этим двум тоже относится hello. К этим тоже hello. К этим тоже hello. К этим тоже это как его, помните, у меня там прописано в прошлых уроках. Linux первый. Все его переменные, которые к нему относятся, это прописанные переменные, видите, все. Ansible host, Ansible это, и этот как бы Ansible user. То же самое со всеми остальными. Ведь тут можно посмотреть, какие переменные прописали, какие будут относиться, какие можно использовать при запускании команды, допустим, на определенный сервер или на определенную группу, какие переменные уже у них есть. Группа all, видите, которая всегда существует, это она из всех групп остальных. И вот видите, группа ungrouped, группа серверов, которые не были которые вы не дали никакую группу. И описание всех серверов в каждой группе отдельно. Staging, TDD, видите, вот, видите, ungrouped. Вот они, эти два первых, которые я прописал. И вторая команда прикольная, чтобы посмотреть наш инвентарь, это Ansible Inventory минус graph. Типа график. Ну, это не график, конечно. Но все равно прикольно. Видите, как бы такое делает дерево. Все это, видите, это как его... Группа все относится к ней все. Группа разная, к ней относится это. Группа это относится к это. Группа это, в ней находится это. В общем, такое прикольное, когда у вас гигантский инвентарь файл. Посмотрите вообще, что там у вас происходит, как у вас все сгруппировано. И, в общем-то, и все. Ну, мы на наших уроках следующих будем использовать всего лишь 2-3 сервера в Linux, поэтому, в принципе, все, что там мы там понаписали, как бы здесь, я, в принципе, все поубираю. Нам нужно будет мы оставим только вот наши эти
серверки. И то Windows тоже, кстати, не будем. У нас будет только на Linux. Будем работать с Linux. Ну все, это все про inventory файл. В принципе, вот так вот все разгруппируется. В общем, создайте свои маленькие файлики, создайте пару серверов или 3. Как бы у меня будет 2-3, не больше, хватит. И все. Ну ладно, до следующего урока. Пока.